привет, с вами вновь Антон Самогвинов.ком, и я продолжаю рассказывать об еще не вышедших играх. На очереди Mad Max от Avalanche Studios, который они делают по знаменитому фильму Джорджа Миллера «Безумный Макс». Фильм, надеюсь, вы уже посмотрели и остались в таком же восторге, как и я. А вот с игрой все вышло несколько неоднозначно. Авторы Just Cause, видимо, слишком сильно увлеклись своей основной игрой и затянули разработку Mad Max аж на 3,5 года. Первоначально ее анонсировали еще для старого поколения консолей, выйти она должна была в 2013 году, но то ли какие-то сложности со старыми консолями возникли, то ли амбиций Warner Bros. Стало гораздо больше. Так или иначе, но получился такой редкий для нашей индустрии нынешний долгострой. Особенно редкий, да, в том случае, когда игру делают по фильму. Обычно это такие проекты, да, которые студии и издатель пытаются максимально быстро сделать, не особо затрачивая много усилий. И, честно говоря, вот в этот раз тоже есть ощущение, что изначально они именно так хотели поступить, но в какой-то момент Warner Bros. Щелкнуло, что игру-то можно сделать поразмашистее, и авось что-то нормальное получится. И Avalanche вот пришлось зарыться в разработку. И в результате, я поиграл в игру где-то полчаса, и, собственно, по ощущениям, как раз нечто среднее между этими двумя вариантами и получилось. То есть, с одной стороны, от Mad Max отдает некой такой вот игрой по кино. Над многими моментами в ней явно не сильно заморачивались. И вот желанием сделать большую, хорошую игру в открытом мире по Mad Max, которая бы не сильно привязывалась к кино и вообще была бы самостоятельным продуктом. Официально игра является приквелом к новому фильму Джорджа Миллера. Он даже на первых этапах принимал участие в разработке, достаточно активное, но потом его поглотила работа над фильмом, хотя команда продолжала с ним консультироваться. И явно, если вы смотрели фильм, то заметили некое повышенное, больше чем обычно, внимание авторов сценария к различным группировкам, которые обитают в мире пустоши. Каким-то таким необязательным мелочам, да, которые являются, по сути, зацепками с видеоигрой. Oh, what a day! What a lovely day! Но в реальности я думаю, что именно этими вот мелкими зацепочками и ограничится. Потому что даже если взять в кинофильмы оригинальные, то вот начиная со второй части сюжеты в них практически одинаковые. Игра в этом плане каноничная. С самого начала Мэд Макса раздевают, лишают его знаменитой машины Интерсептор. Главный гад, местный варлорд Скротус ее у него отбирает, бросает Макса на погибель, тот выживает, решает отомстить, но для этого ему нужно собрать новую, еще более крутую тачку Magnum Opus. И, собственно, именно этим мы и будем заниматься в игре «Безумный Макс». Колесить по пустоши, уничтожать всяких сумасшедших и собирать себе новую тачку. Если коротко, Mad Max — это такой Shadow of Mordor на колесах, что меня лично очень сильно расстроило, когда я понял вообще, к чему сводится игра, насколько в ней много сюжета и насколько там большая карта с одинаковыми заданиями, мне стало немножечко грустно. Но потом я сел за руль автомобиля и, знаете, настроение стало улучшаться. Над автомобильной частью Avalanche Studios действительно неплохо поработали. Начнем с того, что они добавили Mad Max'у сайдкика по прозвищу Chum Bucket, то есть помойное ведро. Это некая аналогия с новым фильмом. Есть такой сумасшедший рейдер, который встает на сторону Макса, потому что видит в нем некое божество, считает его великим воином, и так далее. I know you. You're the driver. И, собственно, очень круто сделаны все анимации, связанные с двумя персонажами, потому что в зависимости от того, какое оружие вы выбираете, как действуете, все это проанимировано очень интересно. Макс иногда передает управление автомобилем помойному ведру, сам берется за оружие. В других случаях ведро вместо стрелка выступает. Собственно, он отвечает за гарпун. Создатели Just Cause не могли обойтись без гарпуна, и вот он, наверное, является одной из самых веселых и оригинальных идей вообще во всей игре, которые делают все вот эти покатушки по пустыне дико заразительно веселыми.
Дело в том, что гарпун позволяет буквально раздеребанивать чужие автомобили, то есть буквально вонзаться в разные их части и выдергивать. Например, вы можете пальнуть из него в колесо, оторвать колесо, после этого машина по физике начнет кубарем кувыркаться по округе. У каких-то очень бронированных целей можно срывать листы брони. Если вы хорошо целитесь, можно выдергивать прямо живых людей, стрелков, которые защищают эти автомобили или управляют ими. И все это на самом деле настолько весело, что вот большую часть времени, которую мне отвели поиграть в Mad Max, я практически занимался тем, что разрывал там автомобили бандитов на части, таскал этих психов за собой на веревке, избивал ими их же соратников. Также на машине можно совершенно по-разному тараниться. Есть специальные кнопки для боковых ударов. Есть, конечно же, нитро, с помощью которого можно разгоняться перед тем, как ты собираешься протаранить чужой автомобиль. Есть самое разное оружие. Макс, конечно же, сидя в автомобиле, стреляет из двухстволки. Есть огнеметы, шипы, ну, в общем, все, что себе можно представить в игре про Безумного Макса. Автомобильная часть, боевая часть сделана действительно просто отлично. Естественно, все части автомобиля можно апгрейдить, собственно, это и по сути является основной задачей игры. Убивая там кого-то, выполняя задания, все это вы делаете только для того, чтобы найти, по сути, новые запчасти. При этом сделана прокачка достаточно условно, обретя новые детали, вы просто открываете меню и ставите ее на место старой. С машиной реально очень заморочились. Опять же, привет новому фильму. Есть просто огромный конструктор, где вы выбираете основу, меняете потом ее как вздумается, разукрашиваете на свой вкус, обвешиваете различными трофеями, там, головами противников. Оружие тоже апгрейдится, да, там на машину ставятся дополнительные приспособления. Тот же гарпун может стать электрическим и стрелять разрывными электрическими снарядами, которые были на панках у дикарей в фильме. Но, к сожалению, на этом вот все такие положительные и яркие эмоции от Mad Max и заканчиваются. Потому что дальше, да, начинается, собственно, Open World. И не то чтобы, ну это даже по роликам видно, не то чтобы он сильно населенный, сильно разнообразный. То есть вы просто колесите по пустыне, на которой миллион отметок, миллион, естественно, повторяющихся значков. Есть некие базы, стронгхолды, подчиненных вот этого Скротуса, который мы можем громить, освобождать, чтобы их занимали обычные мирные жители. Авторы говорят, что они хотели воссоздать в игре вот эту атмосферу того, что постоянно чего-то не хватает, еды, питья и деталей для автомобиля, но вот выглядит это очень странно, потому что все, что вы делаете в игре, это собираете воду, еду, да, который восстанавливает здоровье, и бензин, который совершенно не нужен вашему автомобилю. Никакого хардкора нету, у автомобиля бесконечное топливо, а бензин нужен для каких-то заданий. Например, для того, чтобы надуть воздушный шар. Воздушный шар — это аналог башенок, если вы вдруг соскучились. Для того, чтобы, да, увидеть все возможные дополнительные задания в регионе, нужно подняться на воздушном шаре и осмотреть округу. И вот, честно говоря, самому скучно становится про это рассказывать, потому что, ну, по сути, да, перед нами абсолютно стандартный open world, каким вот он был в Shadow of Mordor, где просто вот хочется застрелиться со скуки. То есть пока все, что я видел в Mad Max, это то, что ты колесишь по округе, находишь какие-нибудь локации, например, там с закрытым контейнером, который ты открываешь с помощью машины и внутри находишь какой-нибудь там металлолом, нужный для апгрейда, да, или какие-нибудь уникальные запчасти. Авторы говорят, что будет много таких секретных локаций, типа заброшенных станций метро, и вообще, что они вот изначально всю карту Mad Max замоделили как большой город, а потом разрушили его и завалили его песком по самые верхние этажи. Немного жизнь на карте разбавляет вражеские конвои, ну, которые также нужно нападать в поисках ценных деталей и для того, чтобы отвоевывать влияние в зоне. Также не обошлось без аналога пропагандистских точек в Just Cause. Также их нужно сносить, чтобы влияние, да, вражеское в регионе ослабевало.
Еще печальнее становится, когда Макс выходит из машины, потому что делает это он в основном для того, чтобы собрать припасы, что очень сильно раздражает, и для того, чтобы набить морду врагам в рукопашную, что еще больше раздражает, потому что боевка опять, да, вы угадали, прямиком из Бэтмена. Причем, наверное, из всех 3 игр, это все Бэтмены, да, Shadow of Mordor и Mad Max, в Mad Max боевка сделана хуже всего. Она уж совсем такая кондовая, по анимациям устаревшая, неинтересно в нее абсолютно играть. В миллионный раз нажимать Y для контратаки, все это дико достало. И система здесь не настолько навороченная, как в том же Бэтмене и в Shadow of Mordor, становится, ну, прям совсем скучно. Но из хорошего есть в механике несколько таких прям атмосферных моментов с отсылкой к фильмам. Первое — это то, что можно выехать за пределы карты. Там начинается песчаная буря с этими вот электрическими ураганами. Безумно красивая сцена. В игре будет такая же зона, и в нее нужно отправляться для того, чтобы находить редкие детали для автомобилей. Но там можно и погибнуть. Еще из приятного в определенный момент к герою присоединится собака. Здесь сразу напрашиваются параллели с Fallout, но для тех, кто не знает, в Fallout Dogmeat появился как раз как отсылка к оригинальному фильму Road Warrior. Ну и, собственно, задачи у собаки такие же: разнюхивать всякие полезные припасы и воду. Другое дело, что мир Mad Max не настолько населенный и интересный, как в Fallout, так что здесь собака, скорее всего, просто такая дань традиции. Ну и в целом несколько обидно становится. По идее, в Mad Max есть действительно много вполне себе неплохих идей. Очень прикольная механика, да, боев на автомобилях. Но, повторюсь, когда ты смотришь на карту и видишь миллионы этих одинаковых значков, а разработчик тебе еще говорит, это еще не вся карта, это только там ее 1/10 часть. Вот, не знаю, у меня сразу наступает уныние, я уже не могу на это все смотреть. На все эти бесконечные пустые open world игры, вот, не знаю, в Assassin's Creed хотя бы авторы это все понимают и вкручивают туда сюжет, да, там, с огромным количеством роликов. Все остальные при этом делают только механику, и вот тут целиком от нее все будет зависеть. Вот, насколько хватит гарпуна, таранов на автомобилях и всей вот этой прочей катавасии для того, чтобы тебя развлекать. Вот я до конца определиться не могу, буду ли я играть в Mad Max, найдется ли на него время. Скорее всего, будет вариант, что называется, поматросить и бросить. То есть я немножко поиграю в него, получу свою долю удовольствия и пойду дальше к другим релизам осени. Благо их еще навалом, обсудим в следующих сюжетах. На этом все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, если понравилось видео. Больше лайков, больше желания кататься черти куда и делать все эти сюжеты. Подписывайтесь, если еще этого не сделали. Mad Max, в конце концов, не единственная игра. Ну и в любом случае, спасибо, что смотрели. Увидимся в следующих сюжетах. До встречи.